Всем привет! Сегодня приготовим настоящую на косточке котлету по-киевски. Это вам не магазинная, это настоящая домашняя котлета по-киевски. Значит, для приготовления нам потребуется целая курица, мука, топленое масло для начинки, растительное масло, 2 куриных яйца, зелень и панировочные сухари. Начнем с начинки для котлеты. Для этого мелко нарежем зелень. Берем удобную пиалку, кладем в нее 2 столовые ложки топленого масла. И зелень. И перемешиваем это. Маслу с зеленью придаем форму колбаски и потом отправляем в морозильник, чтобы они у нас замерзли. Примерно вот так раскатываем, делим на 2 части и отправляем в морозильник. Теперь из курицы вырезаем куриное филе. Вот такие 2 куриных филе у нас получилось. Остальная часть курицы у нас может пойти либо на суп, либо можно просто пожарить окорочка. Продолжаем обрабатывать филе. Для этого удаляем кости и шкуру. До обработки куриное филе у нас выглядело вот так, с костями, с кожей. А после обработки, вот посмотрите, эту кость мы удалили. Единственная кость, которая осталась, это кость от крыла. Ее мы зачистили вот так и оставляем. Вторую куриную грудку обрабатываем точно так же. И продолжаем обрабатывать куриное филе. Берем целлофановый пакет, накрываем куриное филе и как следует отбиваем, но при этом сохраняем целостность, чтобы не протекло масло. Примерно так должно у нас получиться. Теперь берем целлофановый пакет, также накрываем на вторую часть филе и также отбиваем. Достаем с морозилки застывшую начинку и заворачиваем в малое куриное филе по форме голубца. Вот примерно так. Завернуть надо так, чтобы не было дырочек. Ну вот примерно так. И заворачиваем котлету дальше. Вот так вот формируем и придаем форму котлеты по-киевски. Панируем котлету теперь в муке и отправляем на 20 минут в морозильник. Берем удобную чашечку и разбиваем туда 2 куриных яйца. Яйца солим, перчим и перемешиваем. Котлету мы достали с морозилки, так как она у нас в муке, мы ее опускаем в яйцо, вот так, потом в панировочные сухари, вот так вот обваливаем ее целиком
И потом кладем обратно в морозилку. Где-то опять минут на 15-20. Ну все, время прошло, достали с морозилки. И теперь панировку нам надо сделать второй раз. Опять обваливаем в яйце. Потом также в панировочных сухарях. И также возвращаем в морозилку примерно на 10-15 минут. Это будет такое финишное панирование второе. Второй слой панирования делается для того, чтобы масло не вытекло из котлеты. Наливаем масло растительное. Наливаем такое количество, чтобы котлету покрыло целиком. Ну вот, масло уже подошло, почти закипело. К этому времени уже и котлета заморозилась. Достали ее с морозилки и аккуратно ее выкладываем жариться. Не бросаем, а аккуратно выкладываем. Вот у нас такие вот, так вот зашипело. Ну вот, во фритюре котлету мы держим приблизительно около 10 минут. Этого, в принципе, хватает для готовности. И сейчас мы с вами будем проверять готовность котлеты. Для этого мы разрежем небольшой кусочек, посмотрим, во-первых, ее готовность, во-вторых, что у нас там с маслом произошло. Вот так она у нас мягко режется, чувствуется, что уже готова. Ох, какой запах пошел, ребятки. Посмотрите, какое масло, как оно растеклось. Сейчас мы... Вот. Ах, какой запах. Это действительно просто непередаваемо. Вот так вот красиво мы украсили. Рядом положили картофель фри. Кстати, в следующем видео обязательно мы покажем, как приготовить картофель фри. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. До скорых встреч, приятного аппетита, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал.